Снова всем привет! В этот раз со мной саппорт нашей команды Эдуард Госупепер-Абгарян. Эдуард, давай немного поговорим о тебе. Ты закончил школу, какие у тебя дальнейшие планы? Ну, как простой выпускник, поступил в институт, буду учиться дальше. Ты до этого говорил, что у тебя есть в планах переезд в Москву. Осуществился ли он? Ну, это были все догадки. Я не переехал, остался в Омске. Так, вы довольно-таки часто тренируетесь перед турнирами, и как ты думаешь, это будет тебе как-то мешать частые приезды в Москву, когда ты будешь учиться в Омске? Нет, мы там договорились с институтом, так что будет все нормально. Всякие грамоты будем привозить. Понятно. Ну вот ты уже за последние, сколько получается, 8 месяцев ты был на 4 крупных турнирах, этот 5-й. Что тебе вообще на них запомнилось? Ну, любой лан, он всегда отличается от онлайна. Как бы толком ничего не запомнилось, и приходилось всего поиграть. Ничего толком нет. Ну, вот ланы, понятное дело, сильно отличаются от онлайнов. У тебя есть какая-то особая вещь, какая-то, которая тебя привлекает в самом таком явлении, как лан? Ну и только если общение с игроками других команд, и все. Ну, как тебе, например, общение с игроками других команд за последние 2 дня здесь? Ну, я пообщался только немного с LHL, СК. Ну так, нормальные парни. Ну вот вам с LHL предстоит играть завтра. Какие ощущения вообще? Какой прогноз? Ну, мы их споили, так что будет все хорошо. У них завтра будет похмелье. Ну вот, к разговору об LHL, одного из их игроков заманили на этом турнире, он не может играть. Как ты вообще расцениваешь такую политику со стороны Riot Games по отношению к прогеймерам? Вообще, для меня не очень хорошо, что банят игроков на турнирах. У меня есть какие-то планы, чтобы меня не забанили. Так что все, предусмотрим. Ну вот, ходят слухи, что ты тоже любишь применять не очень такую цензурную речь, когда играешь соло-игры. Вот этот бан, он как-то повлияет на твое поведение? Ну, думаю, да. Повлияет, конечно. Не хочется пропустить финал 2-го сезона. Ладно, давай сейчас поговорим на такую серьезную тему. В интернете поползли слухи о том, что ты снимаешься в «Хоббите». Можешь их как-нибудь опровергнуть или наоборот подтвердить? Да, я буду сниматься в фильме. Буду в главной роли. В каком фильме ты будешь? Там вроде как должно 3 части выйти. Во всех буду. Всех, отлично. Ну вот, как ты вообще относишься, ты вот все-таки публичная личность, как ты относишься к всяким таким шуточкам в твой адрес? Ну, добрым, допустим, шуткам. Положительно, шутки как шутки. Посмеемся, да будем. Между этим ланом и финалами 2-го сезона будет 1,5 месяца. Как вы думаете провести это время? Вообще, в сентябре, возможно, обещали еще IPL 5 сделать, так что, может, мы еще в Америку полетим до этого. А вообще будем тренироваться, если не будет ничего. Будете ли вы делать ставку на тренировки или на онлайн-турниры? Каким образом это все будет выглядеть? Ну, онлайн-турниры — это есть тренировки, так что все совмещается. Уже вроде как известные китайские команды, которые будут представлены на турнире, если не ошибаюсь, это IG и VE. Что ты знаешь об этих командах? Вообще, пока только World Elite проходит, IG еще не проходит, как бы там, еще один слот должен разыграть. Но World Elite, не знаю, довольно слабая команда, я не знаю, почему их пропустили. Какие у тебя прогнозы по поводу американской квалификации? Ну, наверное, пройдут такие CLGNA, Cures, TSM, 3 команды. А как ты думаешь, какой регион в данный момент самый сильный в Лиге Легенд? Европа, Америка, Азия? Я думаю, Европа и Азия самые сильные. Всякие Азуба Блейз, у нас тоже CLG, мы. Ну, вот недавно был турнир, где играли американцы против азиатов. Следил ли ты за ним? Да, играли Сингапур Sentinels и World Elite были. Они не очень отыграли, они вылетели в лузер-брейкете. Что, я не знаю, как они будут играть вообще в финале 2-го сезона. Приходилось ли тебе вам играть в онлайне с азиатскими или американскими командами? Ну, мы играли с TSM много на турнамент-сервере, а с азиатами вообще не играли. Как вы, если пройдете, будете к ним готовиться? По реплеям или каким образом? Ну, есть всегда какие-то матчи, и они тоже играют в ОГН. Есть какие-то записи матчей, можно посмотреть, там, если что-то они делают. Обычно они просто свапают лайны, пушат, так что ничего такого нету. Ну, ходит разговор о том, что League of Legends стал гораздо популярнее StarCraft в Корее, что уже о чем-то говорит. Как ты думаешь, что ожидает League of Legends в следующем сезоне? Ну,
Я думаю, все будет хорошо. Ничего не могу предугадывать. Ну а тебе нравится нынешняя политика Riot Games, те усилия, которые они вкладывают именно в развитие соревновательной составляющей? Да, они очень много вкладываются в игру. Призовые все растут, все интереснее играть. Так что, вперед и молодцы. Вот на этом турнире вам помогает девушка, которая комьюнити-менеджер, Ронибу? Да, Ронибу. Был ли ты ранее знаком с ней? Мы ее видели в Киеве. Она с Киева, по-моему, работает в Вариотах. Но она хорошо помогает нам во всем. А ты в курсе вообще, ну, на что делает ставку именно вот российский отдел Riot Games? На развитие соревновательной составляющей или наоборот для более казуальных игроков? Я думаю, они просто развивают вот М5, как бы, ру-комьюнити и все, как бы, это пока их задание, я думаю. Ну, вот вы уже в течение этого года являетесь, по сути, единственной российской командой, которая достойно выступает на международном уровне. Помогает ли вам этот фактор как-то или наоборот мешает? Хотелось бы конкуренции еще от региональных команд. Мне как-то без разницы, с кем играть, так что не знаю даже. Ну вот завтра начинается турнир. Можешь ли ты дать свой прогноз, например, на матче четвертьфинальные? В четвертьфинале? 2-0 ЛХЛ М5 в нашу пользу. И думаю, Кюрсы 2-1 выиграют Фнатиков. Ну в таком случае вам предстоит играть с Кюрсами, которыми, ну, насколько я помню, вы довольно-таки без проблем справились на предыдущих турнирах. Что ты можешь сказать о их нынешней форме? У них ничего не изменилось толком, так что я думаю, такой же результат будет. Кто пройдет в финал, по твоему мнению, из нижней сетки? Я думаю, или СК, или ЦЛГ. Скорее всего, СК. А почему ты так считаешь? Мы с ними поиграли немного. Я принял такое решение. То есть ЦЛГ они сдали в оборотах или СК набрали? ЦЛГ стали меньше играть. И вообще СК что-то собрались вместе они. У них какой-то микс, какой-то момент такого микса, который они всех убивают сейчас. Да. Передала ли вам уверенность победы над ЦЛГ в Польше? Я думаю, да. Большую уверенность передал. А что тогда можно сказать о вашем недавнем поражении СК на СК Трофи? Дарьян троллил, фидел. Все. Ну, давай тогда будем заканчивать. Что бы ты хотел сказать напоследок? Хотел сказать спасибо всем нашим фанатам. Сказать спасибо нашим спонсорам, BenQ MSI. Вот наши спонсоры. Спасибо им за это. Спасибо вам за внимание. Продолжайте следить за репортажем на moscow5.ru.